А сейчас мы находимся на полуострове Коулун в Гонконге. И подъезжает уже наш автобус А22. Автобусы двухэтажные, поэтому поднимаемся на второй этаж. Примерно 45 минут в пути на городском автобусе. Мы приехали на остров Лантау. Здесь расположен международный аэропорт. Кстати, о стоимости проезда в автобусе 39 гонконгских долларов. Это стоит. Можно оплатить либо по карте, либо наличными водителя, но сдачи он не дает. Так, сейчас мы находимся в здании аэропорта, и нам нужно узнать, где отправляются автобусы до Макао. Только что мы прошли паспортный контроль, отдали наши паспорта, иммиграционные карты, заполненные ранее при въезде в Гонконг. Сейчас мы пытаемся купить билет. Вот так выглядят автоматы, где можно оплатить наличными билет на автобус до Макао. А совсем рядом, если у вас деньги на карте, то можно оплатить билет по карте. И сколько стоит? 65 с человеком, гонконгских долларов. 65 гонконгских долларов. Ну, не так много. Лично я думаю, дороже будет, да, до Макао. Thank you. Ну, на самом деле все просто и быстро, да? Я не знаю, мне даже мурашки тут, знаешь, это так необычно перемещаться между специальными административными районами Китая. Да, едем в Макао, друзья. Даже представить не могли еще недавно, что мы окажемся в Макао. Сейчас мы проходим очередь, чтобы сесть на автобус до Макао, но очередь идет очень-очень быстро. Не знаю, может, стоит пропустить? Угадайте, друзья, для чего мы сейчас пропускаем всю эту очередь вперед. То есть мы стоим, а все проходят. Ответ будет совсем-совсем скоро. Не знаю. Давай слева, да. Ну что, друзья, вот и ответ, почему мы пропустили людей из очереди вперед, чтобы сидеть первыми на втором этаже с шикарным видом на весь мост, которым сейчас будем проезжать. Все прошло очень быстро, мы, наверное, минут 5 ждали в очереди, 5 минут ждали, пока загрузится автобус, и вот мы уже отъехали. Будем во время пути показывать вам красивый мост, красивые виды. А еще я хочу вам назвать две причины, почему стоит посетить Макао. Как минимум две причины. Первая причина то, что в Макао действует виза 30 дней, и выезжая из Гонконга, у вас, получается, обновляется виза. В Гонконге это 14 дней, возвращаясь снова получаете 14 дней. Вторая причина – это красивая дорога, новое путешествие и удобство, потому что из Гонконга в Макао очень удобно добраться. Да, и сейчас стало удобнее вдвойне. Раньше можно было сделать только на пароме, а сейчас, в конце 2018 года, открыли новый мост, самый большой мост в мире, протяженностью 55 километров, который соединяет Гонконг, остров Лантау и Макао.
Ехали мы порядка 40 минут, преодолели 55 километров по этому мосту, 7 из них проходили в туннеле. В общем, огромная на самом деле история этого моста существует. Можете ее почитать в Википедии, как он строился, как много лет, как много сил у рабочих ушло. Ну а теперь мы будем проходить пограничный контроль уже на стороне Макао. Только что мы подходили к автоматическому пограничному контролю. Там в основном местные подходят, свой ID прикладывают и проходят. Но наши паспорта почему-то не удалось. То есть наши паспорта не сработали, поэтому сейчас стоим уже в очереди из людей, чтобы пройти контроль по старинке. Прошли паспортный контроль, буквально 10 минут в очереди, 1 минуту возле пограничника. Спускаемся вниз по указателю, идем к автобусам. Все очень удобно, все очень понятно и очень быстро. Сейчас еще одна очередь, но все очереди проходят очень быстро. Это очередь на шаттл, который отправляется до ферри-терминала. На самом деле сами будем еще по дороге узнавать, как именно мы будем добираться, но вроде как бесплатный шаттл. Вы доезжаете до ферри, до пристани. Вот, и оттуда уже садитесь на шаттлы до того места, где вы проживаете или куда вы хотите поехать. То есть какое именно казино или что-то. У нас будет один из самых шикарнейших отелей в Макао. Поэтому, я думаю, мы без проблем найдем, как нам добраться до нашего отеля Galaxy. Я очень довольна и воодушевлена, потому что в ближайшие 2 дня мы будем в очень крутом отеле. Называется он вот так вот. Galaxy Macau. Ну, наверное, минут 30 мы стояли в очереди на шаттл, на бесплатный. Но заняли удобные места и едем дальше. «20 минут на автобусе, на шаттле до терминала. И теперь мы выходим и смотрим название нашего отеля и казино. Поскольку мы едем в Galaxy, нам нужен вот этот автобус. Таким образом, получается, что вы можете добраться совершенно бесплатно до места вашего проживания, либо до того места, которого вы хотите. Потому что никто не спрашивает, проживаете ли вы в этом отеле, собираетесь ли вы играть в этом казино или нет. Вы просто проходите, выбираете любой шаттл, любой автобус до любого казино. Вот такие вот стойки специальные. На автобусе мы ехали, наверное, минут 15. По дороге любовались другими красивыми, интересными отелями, местами в Макао. Правда, погодка сейчас немного серая, немного туманная. Но я думаю, нам это не помешает насладиться нашим прекрасным, великолепным местом, куда мы приехали. Итак, друзья, Galaxy Macau. Я готова заплакать, у меня реально мурашки просто по коже. Посмотрите на это. Идем заселяться, друзья. Фантастика. Так многолюдно, потому что, сами понимаете, Galaxy Macau — это не только отель, это еще и казино, огромное количество бутиков, развлечений. Нам выдали ключи для номера, но это необычные ключи, потому что с одной стороны они золотые, а с другой с надписями, стороны, да, а с другой стороны наша фотография. Вот так выглядит, видите, написано Кирилл, а здесь написано Тома. Да, удивительное гостеприимство. И скоро мы пройдем наш номер. Сейчас мы уже поднялись на 31 этаж.
красота. Смотрите-ка. Я так радуюсь нашему красивому номеру, потому что, мне кажется, это вообще наш самый шикарный отель за все время путешествий. Ой, ребята, я так переживаю, и так волнительно все это, потому что действительно первый раз останавливаемся в таком красивом, шикарном номере, но давайте уже проведем скорее обзор. Первое, что вы видите, это огромнейшая кровать размера king size. Посмотрите, какие у нас там красивые часы, тумбочка необычная, дизайнерская, красивая картина. А еще смотрите, что необычно, у нашей подушки есть меню. Если вас что-то не устраивает, вы можете сказать менеджеру, к вам прикрепляйтесь отдельного менеджера, и он все заменит. Если хотите одеяло потеплее, если подушечка неудобная, все обязательно нужно говорить, и все поменяет. Так, дальше. У нас здесь есть телевизор. Вот такого вот размера, огромного. Просто кинотеатр. Надо нам посмотреть с тобой «Аватар 2», да? Мы не смотрели его. Как раз удобный случай был бы. Что мы еще тут видим? У нас отдельно есть наборы именные. Они подписали все. И сделаем небольшую распаковочку. Ну, ладно, маски золотого цвета, цвет отеля. Также у нас есть салфеточки и отдельный санитайзер. Все для вашей защиты. Потом у нас много бутылочек воды. Кирилл говорит, это, конечно, не на самом деле такой шик, но мне кажется, это прикольно, что ты приезжаешь, и у тебя для телефона есть провода, причем любого разъема. Помимо этого, для заботы вашей кожи здесь положили специальные средства от загара, получается, и так, чтобы немножечко освежить. Ну, давайте попробуем все это. О, приятненько. Так. Это у нас welcome drink. Приветственные напитки. И фрукты чуть позже покажем. Сейчас покажу вам, какого цвета этот напиток. И что это за напиток? Это камбуча. На вкус примерно как белый квас. Белый квас, либо гриб. Вот есть raspberry, то есть малиновый, и есть dragon fruit. Вот так вот. Мне очень понравилось. Надо будет покупать такие. Мы часто видим камбучу в магазине, но до этого не пробовали. Ну, также вот видите, небольшой десерт. Местные сладости. Ну, а еще отдельный поднос с десертами. Кстати, вот этот вот десертик, он считается португальским. И вот этот вот подносик, это тоже чисто португальский стиль. Да, потому что Макао до недавнего времени была португальской колонией. Поэтому здесь часто можно увидеть указатели на португальском языке. Тарелка с фруктами. Вы посмотрите, какого размера здесь голубика. Ну, давай я ее попробую сразу. Беру лазь. Вкусно. Голубика, яблоки, виноград и что-то вроде типа физалис. Ну да, это физалис. Так. Помимо именных ключей, замков, да, двери, нам еще подготовили такое приветственное письмо, также с нашей фотографией. С печатью отеля Galaxy. Да, и вот нас приветствует Кирилл и Тома. Рады вас здесь видеть. И тут сделали тоже еще интересную такую, знаете, сводку новостей, как будто бы горячие новости. Мы знаем, что путешественники Кирилл и Тома, пара из России, посещают отель Galaxy Macao сегодня. Да, здесь информационная небольшая информация да, о том, какие здесь есть, видимо, развлечения, рестораны. На территории этого комплекса более 130 ресторанов. Я думаю, в какой-нибудь из них мы обязательно с вами сходим. Ну а пока давайте продолжим наш рум-тур. У нас здесь удобные кресла, удобный пуфик. А сзади меня открывается вид на другие, получается, как филиалы этого отеля. Всего 3 здания и также на другие здания города Макао. Шикарный вид с 31 этажа. Чуть левее находится бассейн. Можно также увидеть аквазону, целый аквапарк, куда мы с вами чуть позже отправимся. Помимо вкусных комплиментов, у нас также еще есть сувенирная продукция в виде ручек именных. Также написали Кирилл и Тома. Мы обязательно их с собой возьмем, потому что действительно как сувенир. Так, давайте пойдем дальше и посмотрим на наш кухонный уголок.
Здесь у нас 2 кружечки, чтобы пить чай, кофе, конфеты. Помимо этого открываем шкафчик. Здесь у нас чай, кофе, сахар, сливки сухие. Есть водичка. Помимо этого у нас есть бар. Пиво, видите, здесь сделано прям Макао. Макао — это Golden Ale. Golden Ale. Помимо этого кола, спрайт. Вот что за напиток? Какой-то неизведанный еще напиточек. На китайском что-то. Водичка. Так, что у нас здесь? Ну, смотрите-ка. Это если вы совсем проголодались. Здесь есть даже местные дошираки. Представляете, мы их не видели. Дошираки и чипсы. Вот это удивительно, конечно. Что еще? Стаканчики, бокальчики. Салфеточки. Тоже интересная штука. Меню завтрака. Да, нам уже все объяснили. Для того, чтобы выбрать завтрак, нужно отметить те блюда, которые вы хотите сделать. Что мне понравилось, то что можно даже выбрать то, как вы хотите, чтобы вам приготовили яйца. То есть сделать их скрэмбл, яйца пашот. То есть огромнейший выбор. Ну, мы этим будем еще заниматься, наверное, сегодня вечером. Потом можно, соответственно, эту бумажку повесить прямо на дверь, да. И поднесу завтрак. Так, дальше у нас будет распаковка нашего шкафа. Так, здесь у нас есть халатики. Да, и шкаф, смотри, с подсветкой, открывается дверь, и сразу подсветочка включается. Великолепно. Наши вещи, наконец-таки, у нас их не так много, потому что мы остальные вещи оставили в Гонконге. Смотрим, ребята, что же у нас здесь такого интересного. Девочки меня поймут, я думаю. Ни разу в жизни не пользовалась таким феном. Можно сказать, впервые держу в руках Dyson. Отельный фен. Просто Dyson, друзья. Да, просто Dyson. Так, дальше у нас есть различные щеточки, весы. Халатики, весы, да. И еще из интересного, у нас есть еще тапочки. У каждого свои. Они тоже непростые. Да, тоже непростые, они тоже именные. Тома написали. Тома. Ну, соответственно, вторая пара тапочек с именем Кирилл. Они точно есть. Это тоже как сувениры можно с собой забрать. Так же, как и ключи от номеров. Да. Ну, естественно, ложка для обуви, щеточка. Давайте заглянем, что здесь еще есть. Сумочка. Я думаю, здесь для лаундри. Да, это, видимо, лаундри. Если вы хотите что-то постирать, можно сложить, написать, отдать. Так, ну, пустой шкафчик. Так. Ванная комната. Да, еще одна очень красивая комната. Добро пожаловать. Так. Во-первых, полноценная ванная. Наконец-то, наконец-то. Моему счастью нет предела. Помимо того, что здесь есть ванна, что у нас еще есть? Есть у нас соль для ванны, которая очень приятно пахнет. Какие ароматы. Здесь у нас коврик для ванны, чтобы не скользить. Не буду его, наверное, вытаскивать, да? Нежные, мягкие, полотенчика, тоже халатик здесь предусмотрен. Здесь еще, посмотрите, какой набор тоже одноразовых средств, да, там щетка, что у нас тут еще есть, даже не знаю. Это бритва одноразовая, потом это пилочка для ногтей, это вот эти вот спонжики, как они называются, да. Но смотрите еще, как прикольно сделано. Они здесь собрали в виде всего отеля Galaxy. Как пазл. Большая раковина, и что стоит отметить еще отдельно, то что здесь разделена горячая и холодная вода, как принято в Англии. Также нам предоставили здесь косметику Bulgari, есть и мыло, и лосьон для тела. Помимо этого, та же самая косметика у нас есть в душевой кабине. Посмотрите, как я хожу в душевую кабину, как будто на какой-то пьедестал. Тут у нас шампунь, кондиционер и гель для душа, тоже косметика Bulgari. Да, вот так, ребята, все круто. Можно Тому здесь закрыть. И открывается дверь в санузел. Все очень красиво, чисто. Ну и в целом огромная-огромная ванная с панорамным окном, которое выходит прямо на спальню. Но если вдруг вам надоел ваш сосед, то или вы стесняетесь, то можно сделать так. И все, и никто не будет за вами подсматривать.
В общей сложности из Гонконга мы добирались чуть больше 3 часов. Совсем скоро покажем вам остальную территорию отеля. Пойдем гулять по Макао. Ну а сейчас наслаждаемся нашим прекрасным номером. Сейчас мы вновь спустились вниз к нашему отелю. Так называемый променад, улица Променад. Здесь расположены различные бутики. Также проходят группы китайцев с экскурсиями здесь постоянно. Рестораны. Ну, собственно говоря, вот мы с Томочкой сейчас решили заглянуть в ее любимое кафе. Starbucks. Да, и пытаемся его найти. До него нужно еще дойти. Ты там пропустил такого павлина красивого. Давай вернемся. Павлина? Давайте покажем вам павлина. На павлина посмотрели. Теперь продолжаем дальше гулять по променаду. Видим также вход в казино. Казино здесь одно из самых больших в Макао. Ну, не уверен, что мы туда планируем заглядывать. Хотя, может быть. Кинотеатр, да, потрясающий. И очень-очень много ресторанов. Очень. Взяли мы наш любимый чай. Чай тилата, да. Вы знаете, индийский спицер мне очень нравится. 51 моб. Мой Starbucks становится дороже и дороже. Умножайте на 10, получаете рубли. И после Starbucks мы сразу попадаем в картинку великолепия. Смотрите. Как вам такое, друзья? Мне вот честно, Просто шли по территории и в фойе. Вот это световое водное шоу. Потрясающе. Здесь проходит данное шоу в 2 местах, на 2 территориях отеля. И вот совершенно случайно мы одно из них застали. я просто не верю, что это вообще моя реальная жизнь, потому что мне кажется, что я уснула крепким сном. Ущипни меня, потому что не Как знаю. в сказке. Как сказка, да. Мой любимый кофе, красивое шоу фонтанов, великолепный номер, отель. Это что-то, не знаю. Мы сегодня с вами, надеюсь, еще посмотрим шоу фонтанов возле другого отеля. Вот сейчас мы уже вышли из Galaxy и направляемся на небольшую прогулку, чтобы посмотреть близлежащие отели. Там тоже внутри очень-очень красиво. Потрясающе. А так выглядит Galaxy с улицы. Огромное здание золотого цвета. Ребята, мы направляемся и в еще один популярный отель здесь, который называется Venetian, то есть Венеция. В этом отеле мы увидим настоящие гондолы с гондольерами. И венецианский канал практически. Да. Мы уже внутри отеля Venetian. Надо сказать, что вход абсолютно свободный. Вообще здесь многие гуляют, буквально как на экскурсии ходят из отеля в отель. Но здесь еще очень много бутиков, в которых можно приобрести какую-то продукцию, косметику. Да, это правда. Но мы хотим найти, сами знаете что, мы об этом сказали чуть раньше. Мы сейчас вышли на площадку, на 2-й этаж этого отеля. Я подумала, боже мой, какое голубое небо, где облака, которые только что были. А оказывается, такой потолок. Так же, как в нашем отеле, здесь огромное количество бутиков. Есть премиум бренды, есть для среднего класса. Вот Zara, например.
магазины, очень много людей, все постоянно толпятся, что-то скупают, хотя вроде бы никаких праздников сейчас нет, просто огромное количество людей. Ну и мы видим канал, который здесь проходит прямо по территории отеля, то есть через торговые ряды вдоль, но пока не видим гондольера. Идем гуляем, словно по дворцу. Как мы узнали, что в Венишине находится сразу 3 канала, и вот наконец-то мы увидели на одном из них практически настоящего гондольера, который сплавляется по каналам. Прокатиться на гондоле может любой желающий. Есть 2 варианта, как можно это сделать. Первый – это private, то есть частная гондола. Стоимость получается 590 за лот. 590 мопов, да. Это местная валюта. Это за целую гондолу. А если вы хотите, ну, прокатиться один, соответственно, к вам еще кто-то может подсесть, да, то это стоит порядка 160 мопов. Практически как в Венеции цены. Практически, да. Прямо из Венеции, друзья, мы с вами попадаем в Лондон. Это следующий отель, следующее казино, следующая достопримечательность. Конечно же, знаменитые лондонские телефонные кабинки. Сейчас мы вышли на обзорную площадку. Вы только посмотрите на эту красоту. Это Венеция, где мы с вами были. Так, а здесь у нас начинается английский замок. Блин, я просто в шоке. Я не представляла, что Макао такое. Я слышала о том, что это такое место для казино, для игр. Азиатский Лас-Вегас. То, что здесь такая красота. Со своим Биг Беном. Для туристов я в шоке. Теперь мы с вами попали в лондонскую подземку. И быстро из нее вышли. Мы вышли на еще одну обзорную площадку. Опять видим в виде здания парламента огромный отель. Лондоньер называется. Видим знаменитый лондонский автобус красный. Красота. И вдали Эйфелева башня, потому что начинается уже зона Парижа. С другой стороны обзорной площадки открывается уже вид на Биг Бен, на Вестминстерский дворец. Еще одно шикарное место для фотографий, чтобы полюбоваться. И все это отель Лондоньер. Сейчас мы спустились вниз, где находится знаменитый лондонский Double-Decker бас. Совсем недалеко мы с вами прошли, и тут же уже перед нами Эйфелева башня и отель Парижан.
Насколько мы знаем, это точная копия французской башни, но уменьшенная ровно в 2 раза. Также внутри существует небольшой аттракцион. Можно подняться наверх на смотровую площадку за небольшую плату. Но сегодня пасмурная погода, как вы видите, поэтому... Вряд ли что-то открывается с этой обзорной площадки. Да, но зато открывается с противоположной стороны, смотрите. И здесь еще расположен французский сад. Там тоже можно прогуляться. Под звуки английского Биг Бена на фоне французской башни гуляем по французским лабиринтам. Мы вернулись в Galaxy Macau и пришли к улице, которая называется Бродвей-стрит. Здесь находится очень много кафешек, ресторанов. Мы сейчас в какой-нибудь из них сядем. Мы узнали, что на территории нашего отеля Galaxy есть португальский ресторанчик. А как вы знаете, Макао был португальской колонией, и мы не преминули возможностью именно сюда прийти, потому что до этого мы никогда не были в португальских ресторанах, не пробовали эту вкусную пищу, как нам рассказывали, поэтому мы пришли именно сюда. Для начала мы заказали себе сангрию за удачные выходные в Макао. Это правда. Нам принесли наш супчик. Это супчик с сосисками, чуризо, популярный в Португалии. У супчика картофельный суп, как будто, знаете, похож на суп-пюре с добавлением нежных сосисок, с зеленью еще. Также мы заказали себе на закуску свежеиспеченный хлебушек с сыром. Похоже на французские тосты с добавлением нежного сливочного сыра. Я тоже решил попробовать супчик. Мы с Томой обычно заказываем одно блюдо и обязательно его вдвоем пробуем. У нас как у китайцев, шерет, и у филиппинцев. Я могу сказать, что он такой же консистенции, как будто гороховый. То есть вот эти вот сосиски, они придают блюду насыщенность. Получается, как будто картофельный суп с копченостями. Ну и, конечно, хлеб. Хлеб с сыром очень вкусный. Сыр здесь потому что вкусный, и хлеб. Ну, видно, что он в масле. Но нам уже принесли наше первое главное блюдо. Блюдо, которое находится в топе у этого ресторана. Оно прям выделено как рекомендованное. Это португальское чисто блюдо. Здесь курочка, и она запеченная с картошкой, с морковкой, с лучком. Давайте попробуем. Во-первых, порция очень большая. Я думаю, на двоих можно было спокойно. Кстати, не сказать, что цены дороже, чем в Гонконге, да? Да, примерно это блюдо стоит 138 мопов. 138 мопов. Такое еще немного карри. И здесь, кстати, еще есть томаты и даже какие-то колбаски небольшие. Но надо курочку попробовать и картошечку, самое главное. Это обычное дело для португальцев добавлять в блюдо еще сосиски, и они часто готовят в карри-соусе. Ну, давайте. Очень горячая, очень. О, моя рыбка подоспела тоже. Thank you. Спасибо. На русском, да? Спасибо. Спасибо за такую великолепную курочку, я говорю, и за следующее блюдо, которое уже Тома сказала. Но соус вкусный, и курица
Ну, на самом деле здорово. Я вот картошечку хочу попробовать. Я знаю, что в Португалии очень почитают картошку. Поэтому здесь многие блюда подаются именно с картошкой. Конечно же, в Португалии очень популярны это и рыба, и морепродукты, в особенности треска и сардины. Я выбрала себе треску. Она у меня запеченная в томатном соусе с овощами. Сейчас попробуем эту нежную рыбку. Здесь у нас и морковка, и картошечка, и лучок, и, конечно же, сосиски. Так. Давайте пробовать. Этот вкус рыбки мне напомнил блюдо, которое готовила моя мама из рыбы. Оно такое же нежное, сочное, вкусное. Похоже, ну я не знаю, вот именно похоже на то домашнее блюдо. Мы съели почти все, хотя порции, видите, какие огромные. Сангрия тоже заканчивается. Но на этом не заканчивается наш выпуск, потому что мы сейчас опять пойдем в фойе Galaxy Macau и будем смотреть шоу бриллиантов, которое проходит каждые 30 минут. Небольшое шоу в нашем отеле. После ужина мы решили немножко еще прогуляться по Бродвей-стрит. Здесь есть различные палаточки с мороженым, с напитками. Мы подошли там, где готовят гонконгские вафли и классические. Я решила все-таки попробовать гонконгские. Заказала себе с каким-то кофе. Сама не знаю, что получится, потому что не очень хорошо объяснять, не знаю английского языка. Но запахи здесь очень приятные. Приготовили наконец-то вафли, ждали, наверное, минут 10-15. Слушай, ну это прикольно. Я рассказывала Кириллу, что обычно у нас в Москве там, или в других странах, что мы брали вафли, просто, знаете, мороженое, например, было сверху или какой-то топпинг, а здесь именно начинка внутри. По вкусу это как Нескафе 3 в 1, начинка именно. Но получилось весьма забавно. Стоит 35 местных мобов. Что на наши деньги примерно 350 рублей. Было так круто. Сначала был какой-то обычный шоу, но когда вылез вот этот вот кристалл, у меня реально снова пошли мурашки по коже. Как будто, знаете, он просто парил над этим фонтаном. Но это, конечно, прям шикарно, красиво. Я в восторге. Друзья, Diamond Show — это была заключительная вишенка на торте сегодняшнего дня.
мы пойдем в номер отдыхать. Завтра у нас еще полноценный день в Макао. Обязательно смотрите наш следующий выпуск. Обязательно задавайте вопросы в комментариях. И до новых встреч. Всем пока! Пока, друзья!